Овны, приветствую вас! Вы на канале Ева Лехцер, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на май 2023 года. Посмотрим, чем вас удивит и порадует последний весенний месяц и с какими энергиями вы будете входить в летний этап. Конечно же, мы сделаем акцент на всех сферах: и общие энергии, и работа, финансы, здоровье, личная жизнь. Посмотрим рекомендации от карт и неожиданность на оракуле. Поэтому приступим. Общие энергии. Что ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. Надеюсь, вам арканы хорошо видны. Приступим. Общие энергии месяца. У вас здесь ложится аркан Отшельник. По Отшельнику это может быть желание, знаете, как от всех абстрагироваться. Побыть в удовольствии, в уединении. Кто-то будет отправляться, знаете, как в осознанную самоизоляцию, допустим, на отдых куда-то, чтобы вас никто не трогал, отключить все гаджеты, провести время в свое удовольствие, потому что эта карта говорит о том, что весь мир внутри вас. То есть вы сейчас хотите отдохнуть от всех и вся. Конечно же, карта сама по себе говорит о ситуации, что вы можете искать свет новых знаний, свой путь, свою жизненную дорогу, пытаться в этом разобраться, расставить в голове все мысли по полочкам. Но и карта, которая указывает на ситуацию, что вы можете проявлять заботу, участие в жизни пожилых людей, будь то ваши родственники или просто знакомые, потому что здесь внутреннее содержание, совесть вас к этому обязывает. И, конечно же, кто-то уже может строить планы на далеко идущую перспективу, то есть задумываться о вопросах пенсии, пенсионного содержания, о том, где вы хотите бросить якорь, где вы хотите, так сказать, коротать свою жизнь, в каких условиях. То есть кто-то может себе уже планировать, знаете, поэтапно наперед, как выстраивать свое будущее. Конечно же, аркан многогранен. Мы с вами проанализируем, в какой наиболее нише он для вас будет созвучен. У вас, видите, одни старшие арканы идут. Здесь у вас падает аркан Маг. Это все-таки быть хозяином своей жизни. Здесь по ситуации. Это попытки для кого-то уйти в свободное плавание, именно быть экспертом в какой-то нише, потому что в связке эти два аркана говорят о ситуации, что вам, допустим, надоело на кого-то работать. Вы хотите быть независимым специалистом, независимым экспертом. Обучать, преподавать, продавать товары, оказывать услуги, не имеет значения, что конкретно, но акцент на том, что я хочу быть вольной птицей, хочу халву, им хочу пряники, то есть здесь, чтобы вас ничего не привязывало, то есть для вас это первооснова. Если смотреть вопросы работы, как мы видим, двойка пентаклей, вот она, по сути, подтверждает те энергии, которые у вас есть в начале месяца. Почему? Потому что, как мы видим, здесь карта баланса, карта лавирования. То есть, допустим, помимо основной работы или основного бизнеса, если у вас таковой есть, вы будете искать дополнительные источники дохода, дополнительные источники заработка, будь то активные либо пассивные. У кого-то там две работы или, допустим, основная работа и хобби, увлечение, которое вы захотите монетизировать. У каждого будет здесь по-разному. Но то, что вы понимаете, что нужно быть мобильным, нужно быть адаптивным к любым переменам в социуме, это факт. То есть вы это уже прочувствовали на себе и хотите иметь какую-то подстраховку. Посмотрим для тех, кто у нас на текущем этапе не работает, да, и по ряду причин работать не может. Здесь, как мы видим, аркан, шестерка пентаклей или шестерка дисков, которые по-разному называют ее, указывает на ситуацию финансовой помощи и поддержки. Но это в большей степени, если смотреть по аркану, поскольку у вас основная двойка пентаклей, то есть помощь может быть не только идти от ваших близких, но и как бы от государства, то есть какие-то социальные выплаты. Не могу сказать, что они для вас будут особо значимыми либо весомыми, но тем не менее на базовые потребности здесь будут хватать и будут закрыты основные, скажем так, сферы вашей жизни, то есть питание, коммунальные платежи, медицинское обслуживание, то есть, говорю, совсем такие вот базовые потребности будут 100% на них хватать. То есть насчет этого можете не переживать. Для тех же, кто у нас в статусе соискателя, двойка пентаклей и туз чаш.
Это действительно быть экспертом, допустим, работать на 2 фирмы, на 2 организации. Ну, по принципу, одна работа с утра, вторая там, во вторую смену. Или основная работа и подработка. То есть это сразу раскрыть себя и реализовать в нескольких нишах. И вы будете этому несказанно рады, потому что, во-первых, и раскрывается ваш потенциал, и есть возможность накопить ресурсы, поэтому действительно для вас это будет в плюс, нежели в минус. Если же вы у нас наемный сотрудник, что здесь? По тузу мечей это, в принципе, знаете, говорю, аналитика. Почему? Потому что, смотрите, глубокие размышления, как найти выход из запутанной ситуации. Ключ у вас в руках, и вы понимаете, что здесь, по сути, нужно что-то менять. Либо уходить в свободное плавание, либо искать таковую работу, которая не будет вас привязывать территориально, позволит быть мобильным, ну и, по сути, достойно зарабатывать. Именно этим вы будете обеспокоены и двигаться конкретно в этом направлении. Меня очень часто спрашивают, допустим, если я врач, как я могу быть территориально не привязан? Но те же врачи могут оказывать дистанционно консультации, кто-то, возможно, вести какие-то мастер-классы, делиться знаниями. То есть вам, как специалисту в этой нише, безусловно, виднее, но тем не менее сейчас очень многие ниши и сферы поставлены на такой, знаете, как говорю, онлайн-поток. Поэтому попробуйте себя в этих направлениях. Если же у вас свой собственный бизнес, по десятке мечей, это, знаете, ситуация, когда вы фактически можете держаться на плаву. Мысли могут быть о ситуации. Продать, что-то переформатировать. Ну, почему говорю продать? Потому что по десятке мечей это желание закрыть одно и открыть что-то другое. То есть взяться за то, что является более рентабельным. Еще это может быть приостановка одного вида деятельности и активно вливаться в другой вид деятельности. То есть если вы понимаете, что бизнес-сезон сейчас не востребован, то нет смысла, как говорится, рвать когти, выкладываться на полную, если оно сейчас вам не принесет никакого дохода. Но опять же, это размышление, а все-таки в чем себя раскрыть, в чем себя реализовать, чтобы это приносило стабильный доход. Это, знаете, как я говорю, головная боль, которая будет для вас в течение этого месяца. Смотрим, что у нас здесь по финансам. Финансовая сторона вопроса – старший аркан колесница. Медленно, но верно идете, товарищи. Улитка. Улитка говорит о том, что вы движетесь и движетесь в медленном направлении. Пусть и очень медленно, зато стабильно. Это та самая ситуация, когда многие сетуют, вот я вкалываю работу, выхлоп там 3 копейки, не знаю, что со всем этим делать, но тем не менее он у вас есть. У некоторых вообще там работают в минус. По колеснице однозначно будет развитие, однозначно будет увеличение дохода. Поэтапное, постепенно, не так быстро, как бы вам хотелось, но тем не менее. Однозначно здесь динамика со знаком плюс. Еще по колеснице вы прекрасно понимаете, что могут быть траты на автомобиль, будь то покупка, тюнинг, обслуживание, а также на поездки, путешествия, отдых, перемещение, у кого-то возможно переезд. То есть здесь это ознаменуется также еще и существенными тратами. Если будем анализировать с вами вопросы здоровья, у вас здесь ложится паж пентаклей. Вообще, по сути, как бы прекрасная карта, но есть одно но. Паж пентаклей у нас отвечает за почки. Поэтому многие могут ощущать застой лимфы, застой жидкости. То есть, если есть таковые проблемы, пожалуйста, не относитесь к этому пренебрежительно, потому что впоследствии это может аукнуться более серьезными проблемами. И не зря у нас здесь изображены цветы. Это, знаете, как по рекомендации врача лечиться гомеопатией. Возможно, какими-то чаями, либо там таблетками на травах, которые вам помогут, скажем так, купировать эту ситуацию и решить эту проблему, стабилизировать ваше состояние. Ну и, конечно же, паж пентаклей сама по себе прекрасная карта. Почему? Потому что она для тех, кто желает, кто планирует, кто стремится, может указывать на вопросы зачатия и деторождения. Если смотреть личные отношения, вот здесь несколько такой холод, колкость. Потому что королева мечей, она никогда не говорит о каком-то радушии, о какой-то искренности. Это, скорее всего, правда матка в глаза. Это обнажить какие-то проблемы, конфликтные ситуации и острые нюансы, которые есть в союзе, в партнерстве. Потому что, знаете, как надоело замалчивать. Вы понимаете, что тем самым же образом вы идете тем же путем, теми же стежками. А вам хочется очень сильно поменять эту краевую. Конечно, карта может указывать на человека, женщину воздушной стихии, это весы, близнецы, либо водолей, которая может
как положительно, так и негативно влияет на ваш союз. Мы сейчас это будем просматривать. Но основной момент – это резкость, это обидчивость, это желание всех поставить на места. Потому что королева мечей, она всегда, знаете, как вот накипела, надоела. Я все выскажу, я не буду молчать. Неважно, мужчина вы или женщина, вот эта ситуация, она характерна для каждого из вас. Будем просматривать это для каждого из вас. Итак, для тех, кто у нас свободен, что же здесь по факту? А тут у нас парочка, Степан Теодарочка. Ну, смотрите, у вас королева мечей, король мечей. Для свободных людей карты говорят о возможности обрести свою пару. То есть свою отдушину, человека, который вас понимает с полуслова, потому что, по сути, вы знаете, как мыслите в одном направлении, видите жизнь в одном направлении, и это вас, естественно, сближает, сплочает. В первую очередь, конечно же, вас здесь будут цеплять менталитет, развитие, знаете, как вот этот вот интеллектуальный потенциал, потому что вам будет о чем поговорить с человеком на все темы, и ну, действительно будете ощущать, что вот, наконец-то нашел того или там ту, которая отвечает моим запросам, моим требованиям. Если же вы в любовных треугольниках, здесь карта победы. Почему? Потому что шестерка жезлов, она всегда предполагает, знаете, вот, во-первых, расцвет, подъем. Для вас это, знаете, как не то, чтобы расставить точки над «и», это уколоть, съязвить, но добиться своего, четко обозначить личные границы, либо то, чего вы хотите, к чему вы стремитесь. В связке, в совокупности с картами, в первую очередь это характерно для женщин, это обойти свою соперницу или конкурентку. Для мужчин, ну, знаете, как призывать свою девушку к ответственности. Жесткие могут быть манипуляции с вашей стороны, но, тем не менее, повторюсь, это приведет для вас к триумфу, то есть каким-то победоносным действием. Потому что здесь это, наконец-то, вы сможете либо добиться какого-то разговора, той информации, которая для вас была значима, ну и, как следствие, развития отношений в том русле, к которому вы стремились. Если вы у нас в стабильных союзах, ну, путы, паутина. По 15-му аркану, в классике, вы знаете, у нас это дьявол, карта, которая говорит о том, что может вас, так сказать, засосать трясина жизни, и вот эти путы, эти обязательства, от этого вы уже можете, так сказать, уставать, но деваться некуда. Поэтому это, знаете, как уже отношения, которые отравляют, сдавливают, как вы не ощущаете свободы. Это созависимость. С одной стороны, это страсть, это одержимость друг другом, но с другой, это когда вы с друг друга пьете все соки, и это уже выливается в какое-то раздражение и агрессию. Поэтому здесь нужно будет научиться контролировать свои эмоции. Если будем смотреть рекомендации, у вас здесь ложится двойка чаш. Ну, конечно же, что по двойке чаш еще здесь можно добавить? Любить и быть любимым. Двойка чаш всегда у нас карта компромисса, сотрудничества, карта контакта. То есть, если ссоритесь, особенно если по вашей вине, должны проявлять инициативу, идти первыми и мириться. То есть, сглаживать острые углы, быть мудрее, быть умнее, идти на контакт, прощать. Самое главное, это, знаете, как прощать действительно с чистым сердцем. Быть открытым душевно. Не искать подвоха, не искать способов развить какой-то конфликт или какую-то конфликтную ситуацию. В целом мириться, быть в союзах, будь то личные, деловые, дружеские. Потому что здесь карта не зря вам такая ложится. То, что происходит сейчас в социуме с вами, является отражением вашего внутреннего мира. Поэтому если люди какие-то вызывают раздражение либо непонимание, они тем самым образом зеркалят ваши поступки. Посмотрим с вами еще неожиданность этого периода. Какова здесь будет ситуация? Какой вам здесь ложится аркан? Тоже очень интересная карта. Вам достается аркан безопасность. Он так называется, потому что он в первооснову ставит вам вопросы. Ощущаете ли вы на текущий момент себя в безопасности? Как вы себя чувствуете? Почему вы ищете безопасность? Или как найти безопасность внутри себя и в социуме? Это, знаете, в первую очередь проверка потенциала отношений. Дает ли партнер или партнерша рядом вам ощущение комфорта, безопасности и, самое главное, уюта, комфорта, стабильности.
Потому что здесь эта карта, она указывает на вашу базовую потребность. Вам сейчас хочется уюта, чтобы, знаете, кому-то, не говорю, что поплакаться в жилетку, но получить какую-то поддержку, заботу. И вы хотите ощущать эту безопасность в первую очередь через свое окружение, через своих близких. Но, безусловно, это касается всех сфер, и работы, и здоровья, и жизни в целом. Но вы будете в первооснове искать связь с другими людьми, которые вам дают это ощущение. А также будете отсекать тех личностей, которые дают вам внутренний страх обесценивания, или критикуют вас, или в первую очередь пытаются самоутвердиться за ваш счет. Вот здесь вы будете таких убирать. Почему? Потому что будете ощущать себя небезопасно. Вот даже поднесу вам поближе. Вот видите, такое как дерево, на котором страус, и девушка здесь так бережно стоит возле этого страусиного яйца. То есть как оберегать свое внутреннее я, своего внутреннего ребенка, оберегать свой потенциал, вынашивать свой потенциал, никому не давать вас клевать и создавать вам чувство страха или дискомфорта. Вот это, наверное, самый основной посыл, который вам дает этот аркан. В целом, давайте с вами так проанализируем, подытожим. Наиболее знаковые сферы у вас все-таки это финансовая сторона вопроса, но и, знаете, говорю, поиск себя. Поиск себя, своего места под солнцем и ощущение вот этого комфорта, которого вам так сейчас не достает. Мы, конечно же, как вы знаете, весь негатив для вас перекрываем позитивом, чтобы в вашей жизни было только счастье, достаток, любовь. И все ваши самые-самые заветные желания в обязательном порядке осуществлялись. Надеюсь, что так и будет, и не только в рамках этого месяца. Вы не забудьте по прошествии периода написать, черкнуть пару строк относительно того, как для вас отыгрывается, либо не отыгрывается эта информация. Я вам буду признательна за этот энергообмен. С вами я не прощаюсь. До новых встреч, до новых видео.